Раскалившееся солнце безжалостно палило по жаркой земле африканской саванны, когда плачущий слон медленно и осторожно выбрался из густых зарослей и направился к деревне, где жили люди. Животное ощущало глубокую боль, ослабленное его могучее тело едва не давало поддаться гравитации земли, но в его глазах светились широкие искорки надежды. Когда слон медленно приближался к деревне, первые люди, которые его заметили, испытали шок. Они не могли поверить своим глазам и ушам. Громкий и пронзительный зов, исходящий из глубины слоновьего горла, наполнил воздух. Раздирающая душу печаль слона говорила сама за себя. Он искал помощи. Услышав его крик, жители деревни собрались и устремились к месту его неожиданного прибытия. Когда люди подошли поближе, они охватили ужас. На голове слона виднелась глубокая рана. Брызги крови стекали по его коже. Тяжелое дыхание слона звучало, как хриплый рык, а его слезы образовывали овраги на его морде. Оказалось, что в него выстрелил беспощадный браконьер, вероятно, в поисках слоновой кости драгоценного трофея. Бедный слон был оставлен на произвол судьбы, изможденный и на грани смерти. Не в силах остаться безучастными, жители срочно собрались, чтобы помочь раненому слону. Они немедленно вызвали бригаду ветеринаров и экспертов по охране дикой природы. Элитная команда была отправлена в деревню, чтобы спасти жизнь этому потрясающему созданию. Когда ветеринары прибыли, они увидели взгляд отчаяния в глазах слона. Они были глубоко тронуты и решительно принялись за работу. В течение многих часов они бережно очищали рану, обрабатывали ее и накладывали специальные повязки, чтобы постараться спасти слона. Местные жители открыли свои дома и сердца, чтобы предоставить приют команде ветеринаров и помочь в Иге с раненым слоном. Вместе они несли заботу и нежность, которые позволяли слону почувствовать себя в безопасности и окруженным заботой. Эта солидарность подарила скитавшейся душе слона надежду на лучшее будущее. Через несколько недель заботы и благотворительности слон проявил знаки выздоровления. Он начал показывать признаки силы и снова начал радостно шагать по окрестностям. Было похоже, что слон осознал, что люди спасли его от смерти и сделали все возможное, чтобы остановить его страдания. Когда наступил день, когда слон был готов вернуться в свою дикую природную среду, ветеринары и эксперты по охране дикой природы сопроводили его до границы национального парка. Люди смотрели с волнением и гордостью, как слон, которому они помогли, взбирался на холмы и исчезал где-то в густой растительности. История о плачущем слоне в Сахаре, который нашел пристанище и поддержку у людей, стала важным напоминанием о значимости солидарности, сострадания и защиты природы. Это история, которая напоминает, что мы все способны делать добро, изменить мир вокруг нас и помогать тому, кто в большей нужде. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.